Генералы попали в ловушку. Секретная операция, которая может изменить все. Аппетиты растут, мира не будет. В России заговорили о новых республиках. Охота на оппозицию после выборов. Правда, оппозиция сама идет в тюрьму. Восстание и революция – последние варианты, но очень реальные. Режим зашатался, и бункер может оказаться не таким уютным. Как выгнали главу Пентагона и как сделать ставку на апокалипсис. И многое другое, самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Израиль готовился к операции 8 месяцев. Удары по иранским ядерным объектам, баллистическим ракетам и даже убийство ученых-ядерщиков – все это было только началом. Главной задачей было обмануть иранских генералов, заставив их собраться на встречу в одном месте. Это была настоящая игра разума. Израиль знал, что если командиры Ирана соберутся, это станет их роковой ошибкой. Мы провели специфические мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию для влияния на их поведение. Мы знали, что это приведет их к встрече, но что более важно, мы знали, как удержать их там. Теперь Иран угрожает ответом, но первые несколько волн пресловутых шахедов и иранских ракет были сбиты еще на подлете к Израилю. Ракеты были сбиты и над Красным морем американскими кораблями. Мы поговорили с известным израильским журналистом, блогером о политической части истории. Кто все-таки был инициатором? Со времен исламской революции, то есть еще с 80-х годов, с конца 70-х годов, Иран декларировал своей целью уничтожение Израиля. В прошлом году Иран дважды обстреливал Израиль баллистическими ракетами, дронами. Первый раз в апреле, второй раз, не помню, в октябре, не помню уже, когда это было. Плюс на протяжении всего этого времени, постоянно, в течение с тех пор, как была исламская революция, и особенно с тех пор, как появился интернет общедоступный, Иран постоянно угрожает Израилю. Это классика, это норма. Кроме того, Иран – это спонсор всех террористических прокси, которые мы уже уничтожили за прошедшие 2 года. А Иран, угрожая ответом, все постит видео, сгенерированное искусственным интеллектом, о том, как они уничтожают Израиль. Диктаторы готовятся к революции, режим может упасть, и в этом ему помогут как снаружи, так и изнутри страны. Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви в своем громком заявлении обратился к иранцам с призывом к решительным действиям. По его словам, атака Израиля на Иран может стать тем самым шансом, который народ давно ждал, чтобы уничтожить диктаторский режим мул. Мое послание военным, правоохранительным органам и силам безопасности предельно понятно. Этот режим и его коррумпированные и некомпетентные лидеры не ценят ни вашу жизнь, ни наш Иран. Отделите свой путь от их пути и присоединяйтесь к народу. Теперь вопрос, готов ли народ ответить на этот призыв, и все это под ударами ракет. Как думаете вы, пишите в комментарии под видео обязательно. После ударов Израиля по иранским объектам нефть подскочила почти на 9%. Это спасение для России, которая зависит от нефтяных доходов, чтобы финансировать войну в Украине. Если рост сохранится, Москва может избежать кризиса. Дефицит бюджета уже на 44 миллиарда долларов. Поговорили о политических моментах роста цен на нефть с политологом Алексеем Якубиным. На самом деле тут есть, мне кажется, это достаточно комплексная история, да, потому что если говорить, допустим, с украинской, с украинского взгляда на эту ситуацию, тут есть в этой, скажем так, обострении израильско-иранской, или ирано-израильским, есть свои плюсы, к примеру. Но очевидно, что теперь у Путина на самом деле выбивается из рук карта посредника между, например, Израилем, Ираном, Соединенными Штатами Америки. Да? То есть, грубо говоря, мы видим, что переговоры как таковые, они остановлены, и неизвестно, когда они вообще могут продлиться. Да? То есть, скорее всего, сейчас будет стадия военной эскалации. То есть Путин не сможет эту историю теперь продавать непосредственно Трампу, как он до этого делал. Пока мир отвлекается, Кремль может укрепиться. Но как это отразится на глобальной политике? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение под этим видео.
Россияне прорвались в Днепропетровскую область и подтягивают резервы, утверждают журналисты The New York Times. Москва перешла новый рубеж. Но в силах обороны Украины опровергают эту информацию. Проникновение врага на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Мы опровергаем эту информацию. Возможно, Американский институт изучения войны анализирует какие-то российские источники, возможно, какие-то еще. По нашим данным, не зафиксировано, что войска РФ проникли на Днепропетровщину. Украинские военные сообщают, что россияне используют новую тактику маленькими группами от 2 до 6 солдат, которые перемещаются от линии к линии, от дерева к дереву и от здания к зданию. Карта Института изучения войны показывает, что российские войска не просто продвигаются, но и закрепляются в этом районе. Что это значит? Кремль может готовить новое масштабное наступление. Они могут позволить себе перебрасывать вооружение из других регионов, включая Крым, поскольку там на данный момент отсутствует непосредственная угроза со стороны украинских сухопутных войск. В этих районах нет необходимости вести активные боевые действия на земле, разве что отдельные рейды спецназа в случае, если Украина попытается их организовать. А вот российские Z-блогеры уже вовсю строят планы на украинские территории, организовывают там новые народные республики, правда, пока только в своих каналах. Начинается гадание на кофейной гуще. Будем мы брать Днепропетровск или будем брать Сумы? Тут может быть другой поворот. Днепропетровская и Сумская народные республики. Украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен. А как думаете вы, чем все это может закончиться? И такие мысли пропагандистов – это фантазии или план? Ядерная угроза уже в букмекерских ставках. Шанс удара выше, чем победа «Спартака» в российской премьер-лиге. Это не сценарий из «Черного зеркала», а реальность 2025 года. После атаки Израиля на Иран американские букмекеры резко повысили вероятность начала ядерного конфликта. Коэффициент на применение ядерного оружия в этом году всего 5, то есть 20% вероятности. Еще недавно было 13%. Для сравнения, ставка на то, что «Спартак» выиграет чемпионат России 5,5, а на чемпионство Бразилии на чемпионате мира в 2026 году 7, то есть высокая вероятность. Иными словами, вероятность ядерного удара букмекеры считают выше, чем успех легенд мирового футбола. Я не про «Спартак». Причем речь не про абстрактное будущее, ставки делаются на ближайшие 6 месяцев. Объем поставленных денег на ядерку превысил 50 миллионов рублей или 636 тысяч долларов. Люди ставят, что ракета все же взлетит, и это, пожалуй, главный тревожный сигнал. Массовое ощущение, что мир реально приблизился к красной черте. Если даже букмекеры начали торговать концом света, что-то в мире пошло очень не так. На ситуацию отреагировали и фондовые биржи по всему миру, отреагировали, естественно, падением на дно. Да, инвесторам приходится иметь дело с двумя войнами. Во-первых, Россия и Украина, а теперь Иран и Израиль. В то же время это затмевается еще одним торговым конфликтом, который не обязательно является торговой войной, но может ею стать. У нас есть крайний срок до введения ответных тарифов 8 июля. Если в данный период не будут заключены торговые соглашения, то все это серьезно ограничит аппетит инвесторов к риску. Грузия. Громкий арест с сюжетом, как из триллера. Оппозиционер сам пришел в тюрьму и вызвал полицию. Сценарий, который кажется выдумкой, но это правда. Один из самых ярких оппозиционеров Грузии, Ника Гварамия, зашел в тюрьму сам, достал телефон и вызвал полицию. На самого себя. Но перед тем, как его увели, Гварамия крикнул: «Олигархия должна пасть! Слава Грузии!» Формально причина — игнорирование вызова в парламентскую комиссию. Гварамия туда не явился. Суд отменил залог, и теперь его ждет до года тюрьмы. Вместо того, чтобы быть насильно посаженным в полицейскую машину в наручниках, я решил поступить так. Пришел сюда сам и сам сообщил им, чтобы они пришли и поместили меня в тюрьму. Конечно, я не пошел в суд, потому что и так ясно, что они сделают. Это может быть началом новой политической кампании или последним вызовом действующей власти, которая сейчас в довольно сложной позиции. Реагировать жестко значит разжечь протесты, игнорировать, потерять лицо. Пока в стране нарастает напряжение, Гварамия садится в тюрьму, но на своих условиях.
Жаркий скандал в американском Конгрессе. Главу Пентагона унизили, буквально выгнали с трибуны, назвали позором и предложили убираться к черту. Такого накала страстей Вашингтон не видел давно. Все произошло на заседании Комитета Палаты представителей. Демократ Салуд Карбахал не выдержал и устроил жесткий разнос министру обороны Питу Хексету. Прямо в зале он обвинил того в провале по ряду ключевых направлений. От утечки секретной информации до вмешательства США в российско-украинскую войну. Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство. Это не первая атака на Хексета, его уже вызывали на ковер в Сенате, где критиковали за идею сократить помощь Украине. И вот теперь открытый политический разгром прямо перед камерами. Немного разоблачений с предсказаниями, и все касательно ирано-израильских отношений. Дональд Трамп перед выборами, еще первыми, в которых он проиграл Джо Байдену, говорит про него вот что. Наш президент начнет войну с Ираном, потому что у него абсолютно нет способности к ведению переговоров. Он слаб и неэффективен. Ну а теперь Дональд Трамп фактически сам угрожает Ирану войной. А вот Владимир Жириновский в 2019 году. Пророчество нехитрое, но тем не менее. Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведки, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно и по, так сказать, производству ядерных зарядов. Ракеты есть у Ирана, носители, до 2000 километров, а там достаточно 200. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. Литовские пограничники на белорусской границе уничтожили более 7 тонн поддельных конфет известного бренда. Дело не так сладко, как кажется. Это не просто какие-то шоколадки, а подделка конфет известной марки. Выглядит как оригинальная, но называется «Де Ферро». Фальшивка, которая обманывает даже самых внимательных. Все началось с того, что упаковка и надписи на конфетах были почти идентичны продукции известного бренда. Но таможенники сразу заподозрили подвох. Проверка показала, что товар был привезен из Китая и должен был попасть в Беларусь. При этом продавцом была компания из Болгарии. После того, как в декларации оказалось 49 тысяч коробок с конфетами, литовская таможня начала расследование. Связались с настоящими владельцами бренда, и те подтвердили, что товар фальшивка, которая нарушает как минимум их права. В результате конфеты на сумму 282 тысячи евро были уничтожены. Отдельное спасибо, что смотрите, досматривайте до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас с вами становилось больше. Прекрасного вам дня и продуктивного тоже. На этом все. До новых встреч и хороших вам новостей.